Всем привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, потому что, как всегда, реальные обзоры и тесты. И вот очередной реальный тест и обзор. За 200 миллионов лет в теме бытовая техника я ни разу ничего не делал с ломтерезками. Не люблю слово ломтерезки, больше люблю слайсеры. И вот сегодня мы это исправим. Смотрите, что будем делать. Будем изучать эти приборы, поймем, для чего и кому они вообще нужны и нужны ли. И кроме того, мы их протестируем. У нас здесь изобилие прям продуктов, как в фильме «Кубанские казаки». И протестируем, посмотрим, как все это работает. И кроме того, мы сравним модели разных ценовых категорий. У нас получится там более такая бюджетная, доступная, средняя и премиум модель. Посмотрим, за что потенциальный пользователь доплачивает, покупая ломтерезки. Так, прежде чем мы начнем это все резать, кромсать, надеюсь, все-таки резать, давайте поговорим о том, зачем вообще нужны вот такие приборы-слайсеры. Первое, что приходит на ум, что везде в интернетах пишут, если к вам пришли гости, и вы, значит, вам надо, быстро все... Да, окей, это, конечно, такая причина хорошая, потому что все быстро, там колбаска, сырок, овощи и так далее. Дальше, а дальше-то, из-за гостей же не будешь ее просто так покупать, да? Почему бы себе что-нибудь красивое не нарезать? Я, например, криворукий совершенно, у меня получается плохо там сыр порезать. А ведь вкус продукта, в частности сыра, он часто зависит от того, как его порежешь, да? То есть если вы сыр там толсто порежете, не то. Если колбаску толсто, тоже не то. То есть вот, если вы поэтому, что называется, загоняетесь, то можно тоже себе такой девайс приобрести. Дальше. Всякие вот эти истории с мини-отелями, какими-то небольшими кафе, где тоже нужно все это нарезать. В принципе, бытовые устройства, вполне они там могут пригодиться. Еще один момент. Это момент с дачными заготовками, потому что когда у вас на даче там урожай, вы его, например, сушить будете или замораживать, вам нужно нарезать там те же яблоки, а это вообще такая тягомотина, если вот так вручную резать. А вот здесь вроде как должно получиться норм и быстро, это мы проверим. В общем, довольно много причин. Если есть у вас какие-то еще причины, то в комментариях пишите, да, это будет круто почитать и интересно. Но мы начинаем с первой ломтерезки, слайсера, и посмотрим, как такой довольно недорогой, относительно недорогой прибор, компактный, вообще справится и что он из себя представляет. Давайте расскажу. Тут все просто, собственно, корпус металлический, мотор внутри есть, нож металлический, он такой здесь, это нержавеющая сталь, конечно, он такой здесь зазубренный, то есть такой довольно универсальный, да. И здесь есть эта каретка, которая двигается, значит, для того, чтобы вам было удобно работать с продуктом, есть вот такое прижимающее устройство. Опять же, вы защищаете пальцы. В общем, понятно. Что касается безопасности, то здесь тоже этот момент продуман. Здесь есть две блокирующие кнопки, и только нажатием этих двух кнопок, да, вы, в общем, запускаете процесс нарезания и вот вращения ножа. Здесь есть выбор скоростей, 3 скорости в данном случае. В принципе, можете пробовать как-то играть со скоростями, там для продуктов помягче, наверное, побольше можно скорость, да, или наоборот. В общем, сейчас мы проверим тоже все это и так далее. То есть, если есть такая необходимость, то со скоростями играете. И, соответственно, вы можете выбирать толщину нарезки, да, толщину этих слайсов или ломтей, всяких слайсов, да. Тут до 15 миллиметров толщину вы можете регулировать. Она складывается, вот именно эта ломтерезка, она складывается, чтобы было как-то более-менее удобно хранить, но при этом вот эти вот части, их все равно негде хранить, там они никуда не навешиваются, не прячутся, поэтому их все равно нужно хранить отдельно. Кроме того, здесь, чтобы ломтерезка не елозила по столу, когда вы режете все это, есть ножки-присоски. Так, я повторю, что я первый раз вообще работаю с ломтерезками, поэтому что-то может быть криво-косо, но надеюсь, что нет, надеюсь, что они сами меня и поправят. Так, если говорить про овощи, то, понятно, да, что вот так вот кабачок сюда не помещается, это неправильно. Поэтому вам придется их нарезать, напополам, или я вот тут на 3 части порезал. Дальше у нас получается вот такая история, мы прижимаем и, да, ставимся, наверное, на 2 скорости, и вот тут уже можно регулировать, понятное дело. Давайте как кабачки, можно их потолще порезать. И вот так вот у нас получается. И у нас получается, ребят. Я думаю, дальше мы просто уже с огурцом начнем сразу работать, потому что, понятно, что кабачок норм. И поехали дальше.
Слушайте, это прямо находка для безрукой хозяйки. И тут, в принципе, довольно безопасно все, так что в реальности безрукой хозяйка не останется. Это... Во, нормально, мы порезали огурец, и никакой пластик не порезали, он не стесался, нет нигде. Да, то есть все нормально. Смотрите, как классно получается. Мне прям нравится. Продолжим давайте с яблоками. Ну, дача, вот, значит, родная яблоня, все поспело, и поехали. Смотрим. Ай, вот смотрите, видите, вот нужно просто больше усилия прикладывать, чтобы не выкатывалось. Слушайте, ну вообще-то как бы я даже не знал, что так бывает. А оно оказывается. И вот тут, знаете, что важно? Важно, чтобы, как вот, знаете, в мясорубке бывает, в каких-то еще овощерезках, что остается, вот что-то остается недорезанное. Так вот здесь этой истории всей, в общем-то, нет. На самом деле не оторваться, такой процесс, знаете, вот он затягивает. Это как наблюдать за бельем, которое стирается в стиральной машине. Да, ну вот смотрите, что у нас получается. Ну прям неплохо. Я не знаю, может быть кто-то как-то по-другому режет сыр, да, но в целом... А если вот, смотрите, давайте так мы прям совсем тонко сделаем, посмотрим, какая выглядит. Ага. Ну и нормально режет, то есть ничего никуда не пропадает. Все режется, получается вот такой красивый сыр. Дальше у нас Маасдам. Это мой любимый сыр, я прям его очень люблю. Конечно, он стал не тот, что был еще вчера, но все равно как-то нужно же, без Маасдама никак. Ну вот я уже чувствую, что, видите, да, то есть с мягкими продуктами. Сейчас мы еще вот один момент попробуем, я скорость уменьшу. Ну, мало ли, может быть, из-за скорости что-то такое происходит. Но все равно вам сложно будет его возвращать обратно, вот он норовит вылезти. Вот с сыром помягче нужно быть готовым к тому, что, ну вот, какие-то такие небольшие траблы могут быть, но, не знаю, мне кажется, все равно приноровиться можно. Продолжаем с колбасой. Вот у нас есть здесь такая сырокопченая колбаска, она потверже, не помещается вся, поэтому режем напополам. И, ну что, колбаску так тоже тоненько довольно нужно резать. Скорость, давайте золотую середину выберем, вторую скорость. Но тут нужно понимать, что я это все делаю первый раз. В принципе, я не знаю, наверное, первый раз в жизни даже. Так вот получается, да, ну, нормально. Приноровимся еще, и у нас еще впереди две других, вернее, ломтирезки. Они подороже, посмотрим, как там все будет происходить. Ну, вот с колбасой, в принципе, получилось нормально. Можно какие-то рваные кусочки выбросить, чтобы перед гостями не было стыдно, и вот нормально оставить. Докторская колбаска, наша любимая, народная, куда же без нее. Честно говоря, я себе утром делаю бутербродик с докторской колбаской. Потому что интересно же на хлеб положить, ну, такой ломоть колбасы-то побольше, да, потолще. Так. Ну, резать получается. А, подождите, давайте еще, знаете, что сделаем? Давайте еще скорость на минимум. Ее тащит из-за скорости. Все равно тащит. Ну вот смотрите, с колбасой как-то и с такими сырами помягче не то, чтобы прям получается ускорить процесс, да? Мы еще вот что подумали, да, вот мы все-таки даем шанс технике всегда. Что будет, если ты режешь колбаску, выключать нож? Ну да, окей, наверное, может быть. Ну да, вот так она не уплывает от себя, что называется. Ну, в принципе, так, вот тут надо все это, конечно, вынимать. Это тоже не очень такая удобная история. И, ну, в принципе, возможно вот такой вариант, да, когда вы, ну, все равно чуть-чуть она, ну, как-то вроде, может быть, и лучше. Ну, не знаю, в общем, что-то как-то с докторской колбаской мне все равно не заходит пока. Вот именно с этой ситуацией, с этой ломтирезкой. Ну и остался у нас хлеб. Мы вот взяли разные, здесь чиабатту и такие батончики, они помягче. Ломтики получаются, но получается и крошки.
от этих ломтиков. Возможно, вы получите неплохие бутерброды, но и крошек у вас останется довольно много. Видите, тут как-то все иногда бывает неудобно. Ну, вот так вот получается. Вот так. В принципе, смотрите, ну есть хорошие кусочки, хорошие ломтики. Вот так вот все нормально. Может быть, их потолще стоит резать. Но мы сейчас проэкспериментируем с другим хлебом еще. И посмотрим, что у нас будет получаться. Так, ну, у нас получается... Как-то мне не очень все это нравится. Ну, тяжело как-то у меня получилось с батоном. Давайте... Он как бы порезался нормально, более-менее, да, но вот я не получил удовольствия, как я получал удовольствие там от огурцов, от твердого сыра, даже от яблок. И эксперимент с помидорчиком. Такой мягкий-мягкий овощ. Он, кстати, пахнет совершенно офигенно. Вот люблю помидоры и люблю лето за то, что летом офигенные помидоры. Тут я уже стараюсь выключать нож после прохождения, ну, чтобы помидор никуда не пытался сбежать. И вот смотрите, вот сейчас получилось нормально. То есть мы приноровились, и у нас в целом-то получился хорошо порезанный помидор. Вот лучше, чем первый, да? То есть вот эта вся история, она, в принципе, ну вот опять же я говорю, под нее нужно приноровиться. И вот такой вот помидор, это вот отходы. А вот такой помидор у вас вполне получается. Ну, в принципе, на нарезку для овощей вполне себе неплохо, по-моему. Следующая ломтерезка Штеба, она такая подороже уже, и вот сейчас мы посмотрим, есть ли разница. По ножам, кстати, здесь Золлинген, да, ну то есть такой немецкий нож, он тоже, ну вот не ровный, а такой зазубренный, посмотрим, как все это будет работать здесь. Ну, в общем, посмотрим, какой будет результат. Про эту ломтерезку тоже немного расскажу. Здесь, в принципе, все примерно то же самое, только дороже, как-то все выглядит круче. Здесь можно менять размер ломтиков, да, слайсов. Здесь, понятное дело, каретка, держатель. Также точно, чтобы запустить процесс, нужно нажимать на две кнопки, такой момент безопасности. И здесь не стали заморачиваться со скоростями. Здесь один режим вот скоростной работы. Ну, посмотрим, собственно, повлияет ли это на что-то. Ну, а у нас кабачок. Поехали. Посмотрим, как Штеба справится с кабачком. Ну, давайте поменьше сделаем. Все-таки вот так примерно. И поехали. Здесь, кстати, смотри, какая история. Вот в прошлой модели она была раскладная, и там как-то все неудобно было. Вот здесь тарелку, ее прям можно под ломтерезку поставить, и это, в общем, мне кажется, ну, гораздо удобнее именно вот в использовании. Да, и вот так вот у нас получается. Немножко она, видите, она немножко ерзает. Но с кабачками все нормально, справилась. И, собственно, первый раз. Сейчас я немножко к ней приноровлюсь. Давайте дальше будем работать с огурцом. Ну, как-то толсто уже для огурца. Давайте поменьше ломтики сделаем. Ну, в общем, как и в предыдущем случае, особых проблем вот с этими овощами у нас не возникло. Все они хорошо порезаны и, в общем, вполне себе презентабельно выглядят. Яблочко. Ну вот опять же история с тем, что когда яблоко становится поменьше, оно перестает вести себя неправильно. Сейчас я все-таки сделаю еще одно яблоко, потому что, ну, даем мы всегда второй шанс, в том числе и самим себе, не только технике, да, как-то совсем справиться. Но вот когда яблоко целое, все равно у вас эта ситуация, что оно немножко норовит куда-то убежать. Ну все, вот когда пол яблока остается, у вас прям процесс идет отлично. А вот до этого, может быть, придется как-то немножко поволноваться. Но, смотрите, у нас все равно получается, что яблоко порезано хорошо. И, в общем, даже вот с моими какими-то дерганиями, здесь, ну, процесс, время, которое занимает все это, ну, конечно, гораздо меньше, чем если бы вы вручную вот так все это нарезали. Колбаса.
Давайте потоньше ломтики сделаем. Вот опять у нас, видите? То есть здесь нужно понимать, что, скорее всего, если вы сделаете вот так, да, то есть путем проб и ошибок мы пришли к выводу, наконец, к правильному, что продукты перед тем, как нарезать, их нужно, ну, так вот разрезать такими, чтобы они были небольшими, вот такими кусками. И тогда вы избегаете вот этого момента с тем, что у вас они убегают куда-то из-под держателя. И у вас получается совершенно шикарные вот такие вот ломтики. И даже вы можете не выключать нож, как я сейчас сделал, а прямо вот так вот делать. Так, ну докторская колбаса, давайте чуть потолще ее сделаем. Вот, видите? Вот тот самый результат. Ну, немножко застряло, ничего. Ну, все равно с мягкой колбасой все-таки сложнее. В принципе, все получается. Но все равно, смотрите, если у вас большая семья, если у вас 100 детей в семье, то, в общем, нарезать им на завтрак так вот колбасу, это все равно быстрее, наверное, чем нарезать колбасу вручную. И заметьте, что, в принципе, ну, ломтики получились, ну, получше, чем в прошлый раз. Хотя, все равно, мягкая колбаса вот такая, ну, не идеально. Вот, кстати, для пармезанчика, мне кажется, мы прям такую толщину ломтя выбрали неплохую. Но, тем не менее, смотрите, у нас с сыром хорошая история получилась. То есть у нас все нормально нарезалось, не раскрошилось и вполне себе гуд. Продолжаем с маасдамом. Вот, я просто сейчас стараюсь прям с ним поаккуратнее, потому что вы помните, что в первой ломтерезке, ну, соу-соу у нас с ним получилось. А вот здесь, вот с опытом все приходит, все-таки здесь надо выключать нож, потому что иначе нет. Вот, ну, то есть вот такая история вполне может быть. Но, смотрите, что у нас в итоге-то получилось. Стоит немного приноровиться, и у нас с вами получается, ну, нормальные такие вот ломтики сыра. Не то, что было с прошлой мультирезкой, ломтирезкой. Так, чиабатта. Ну, ребят, вот если, опять же, брать прошлую модель, которая перед этим была, мне там как-то с хлебом расстроило все. А здесь, в принципе, ну, вполне себе получается. Вот, смотрите, ну это прям реально круто. Реально вот нормально порезанный хлеб. Но он крошится, потому что это такой хлеб, он всегда крошится. А так кусочки очень такие качественные, нормальные, не развалились. Ну, посмотрим, как у нас здесь будет. Так, давайте потолще кусочки и поехали. Не-не-не, еще толще хочу кусочки. Вот. Слушайте, ну вот реально гораздо как-то все приятнее здесь получается с ней, да. То есть, смотрите, у нас тут, в принципе, с первого раза получились вот такие уже нормальные кусочки ломти, как слайсы батона. В общем, можно прямо колбасочку на них, и все, и нормально. Помидоры. Так, ну нет, давайте попробуем, что не было, что вкусно было. А смотреть, что происходит. Помните, у нас была история про то, что вот с половины помидора начиналась нормальная нарезка. А здесь все нормально происходит, в общем, с самого начала. Вот что значит ножи Золингер, понимаете? Вот только то, что они вот сюда вот лезут, не очень здорово. Но это уже не изменить этого. Ну и поскольку тонкие совсем ломтики, они реально приклеиваются вот к самой ломтерезке. Нечего эстетствовать, да? Режьте ломтями покрупнее.
Так, продолжаем. И вот эта ломтерезочка, ну это все-таки уже слайсер точно, она стоит, ну вообще так дороже, чем все остальные две ощутимо. Я напомню, что ссылки на всю технику у нас внизу в описании видео. Здесь много всего интересного. В принципе, она, конечно, работает так же. То есть здесь кнопка вкл-выкл, вот. Но здесь нож, он уже не зазубренный, а вот, ну такой, как бы это сказать, в общем, без зазубрин, такой плоский, что ли, да, как это правильно сказать, не знаю. В общем, вы понимаете. И дальше здесь регулировка вот толщины куска, ломтика, она уже побольше, то есть не до 15 мм, а до 20, да, то есть можно толще, более толстые ломтики делать. Кроме того, здесь есть еще история защиты от детей, ну она такая, ну на самом деле рабочая история, потому что у вас нож, он как бы закрыт получается, довольно сложно как-то к нему подлезть, чтобы порезаться. Вот здесь блокируется вот каретка и получается такая вот защита, что на мой взгляд очень так правильно. Вот. В целом, конечно, они все довольно одинаково устроены. Здесь тоже не стали заморачиваться со скоростью, со скоростями, вернее, 1, 2, 3. Скорость здесь одна. И еще такой приятный момент, ну она, конечно, так премиально выглядит. Здесь такое стеклянное основание, много вот металла и каретка тоже. Еще здесь есть такой подносик, я вот тарелку поставил по привычке, но есть подносик вот такой, да, который, ну вот для того, что вы нарежете. Ну прям он милый такой, даже как-то жалко его для этих целей использовать. Ну ладно, мы будем использовать. Ну в общем, такая реально премиальная модель, которая, знаете, она такую кухню довольно большую, просторную, где не нужно ничего прятать там куда-то наверх, где ничего не мешает. И она может так вот просто стоять тоже, да, не нужно ее выбирать, как-то украшать даже кухню, потому что, ну, клево, так дорого выглядит. Ну и посмотрим, как этот нож сработает и как вообще все это сработает. Начнем с огурца. Я прям помолчу, это уже все видео говорю. Потому что счастливые хозяйки, обладательницы вот такой техники, они молчаливые хозяйки. Они просто, ну вот опять, видите, история с тем, что когда кусочек довольно большой, его сложно удержать. Но потом уже у нас с вами идет все нормально. Ну, чего, смотрите, как прям получилось. Ну, надо сказать, что с огурцами-то все нормально справились, даже вот довольно бюджетно. Посмотрим, что будет дальше. Дальше кабачок. Так, ну давайте, так, на обжарочку, наверное, вот так, да. Ну, знаете, тут надо с подносом лавировать. Здесь-то все нормально с нарезкой, а вот с подносом нужно немного лавировать. Вот, это все нормально нарезалось, я даже уже дальше не буду, потому что, ну, с кабачком все опять же круто. Колбаска. Тут вот, кстати, смотрите, вот это вот покрытие сверху, да, куда продукт кладется, оно металлическое, ну, по-моему, круто, и оно не покрасится. Вот у той первый белый пластик, он может со временем покраситься. Здесь, конечно, это все учли. Одной рукой нарезаем колбаску. Она у нас вся аккуратненько складывается здесь. Это тоже продумано. Эх, и мне прям понравилось, я вот дорежу, ладно? Дорежу, прям хорошо получается. По-моему, я нашел прибор, о котором мечтал. Докторская колбаса. Честно говоря, на такой премиальной ломтерезке даже как-то немного резать докторскую колбасу вот эту. Ну ладно. Ну вот слушайте, с докторской была проблема у всех. Даже вот такая модель среднего уровня, ну соус не справилась. А вот здесь у меня вообще проблем не возникает. Ну немножечко, конечно, не скажу, что прям супер аккуратно она режет. Но проблем нет, главное, понимаете? Да, у вас большая семья, тут уже не до супер аккуратности, тут нарезать будут. Все ушли уже на работу и не трогали бы вас. Вот, смотрите, как получилось. Ну, можно, конечно, пошире поставить, побольше, значит, ломтики будут. Но в целом фишка в том, давайте я прям даже дорежу, хорошо. Ну вот и толстые куски тоже нормально получается. Вот так не делайте, нож выключайте. Ну и вот, смотрите, и толстые куски, если хотите. В общем, премиальная ломтерезка с докторской колбасой справилась лучше всех. Хотя, казалось бы. Твердый сыр, пармезан.
Но мы так предусмотрительно уже поменьше делаем кусочки, потому что научены опытом. Но с этой вот вообще просто, да, вот все у нас, все с ней просто. Это все-таки, я думаю, еще и нож как бы играет роль. Ох, толстовато получается. Давайте-ка. О, вот сейчас норм. Ну, вообще класс. Как-то надо вот так ставить поднос. Вот это называется дрова рубить, понимаете? Раз, все быстро. А вот чего у нас с мягким, с Маздамом? Хотя он тоже на самом деле твердый. Ну, давайте вот так. Ну, конечно, все равно сложнее здесь. Но процесс идет. Немножко все-таки вот такой сыр, она рвет. Чуть-чуть есть такой момент. Давайте-ка еще я дорежу. Сейчас попробую медленнее двигать, чтобы у нас... Ну, в принципе, она режет нормально. Это вот первые моменты, первые кусочки. Она немножко рвала. Возможно, потому что я слишком быстро как-то все делал. Но все равно, все-таки вот с таким сыром помягче она справляется. Ну вот она справляется, но где-то можно было бы и получше, да? Чиабатта. Мы решили, знаете, что сделать с ней? Вот мы же резали там напополам, ну, чтобы было удобнее. А эту решили полностью попробовать. То есть вот положили всю булочку, скажем так. Вот. И давайте так вот потолще немножечко. Поехали. Ну-ка. Ну, это корочка. Ребята, вот он, премиум класс. Вот он, Боинг. Понимаете? Просто вообще без проблем. Вот так бы все в жизни делалось, да? Так. Я даже не буду ничего говорить, просто покажу. Теперь моя любимая, помидорчики в нарезку там или на салат, кто как. Прям класс. Вот вообще без проблем, да? Все, девочки, вот выбросили хорошие ломтерезки, бегите. Я еще один сейчас сделаю. Ну, уже просто так, знаете, безобразнейшие, что называется, такими толстыми кусками, чтобы было понимание того, что, ну, реально по-разному все это может работать. И помидор не испорчен, все очень нормально, очень клево сделано. Вот за помидоры прям люблю. Яблочки дальше у нас. Если у вас на вашей премиум даче созрел ваш премиум урожай, и у вас есть такая премиум ломтерезка, то ваши премиум яблоки сейчас можно порезать и премиум высушить. В общем, поехали. Посмотрим, как это все будет себя вести. Угу. Во. Пробили. Поехали. Хорошо как, а? Прям хочется, чтобы пожелать вам такого хорошего, серьезного урожая, чтобы вы вот так все раз и... Главное еще правильно яблочко положить, оно же вот такое круглое, да, и все отлично здесь получается. В общем, с яблочками для сушки, для компота, для чего угодно, для десертов тоже никаких проблем. Да, у нас есть еще для вас бонус-трек. Дело в том, что это же такой премиум класс, вот это ломтерезка, а вернее слайсер. Поэтому здесь более широкие кулинарные возможности, хозяйки на радость. Смотрите, легким движением руки одна насадка, вот обычно это меняется на другую. Она называется мини-слайсер. И она для того, чтобы нарезать мелко мелкие продукты. Например, вот у нас есть помидоры черри, которые мы сейчас туда и засыпем. Но в целом это может быть клубника, какие-то еще вот, не знаю, фрукты, ягоды, продукты, которые иногда требуется, ну, реально вот так тоненько, мелко нарезать. И вот сейчас мы посмотрим, как будет обстоять дело с помидорами черри.
Опять я все делаю одной рукой. Вообще меня ничего не парит. И вот они, наши помидоры черри, режутся для того, чтобы, ну, их можно использовать и в салат, и куда-то на пиццу, и куда-то на такие, знаете, вкусненькие бутербродики там с чем-нибудь, да? Очень даже. Все вполне получилось. Да? Вот, ну, где-то он немножко там их порвал, да, но в целом это не очень важно вот в данном случае для вот такой нарезки. То есть для пиццы, для салата это все вполне себе пойдет и вполне себе норм. Но и это еще не все. В этой насадке, с помощью этой насадки можно еще резать вот такие длинные там овощи, корнеплоды. Да? Вот таким образом мы сюда их помещаем. И дальше, ну, у нас немножко тут помидоров осталось, но ничего страшного. И дальше мы этот кабачок вот так вот спокойно тоже нарезаем на ломтики. Ну вот размер какой нужно, делаем нам. Вот тут еще не хватает мне немножко какой-то, может быть, держателя или вот такого проталкивателя, да? Возможно, он пригодился бы. Но в целом, если вот вам нужны вот такие ломтики, в общем, вы понимаете, что вот такие вот длинные, это морковь, может быть, опять же, да, повторюсь, те же огурцы, вот так вот, когда особенно приноровишься, у вас отлично все вот таким образом получается, и вам не нужно, в принципе, даже резать вот изначально овощи, а вот так вот можно. Все, кончился, кончился кабачок, и вот такая у нас история получается тоже. Но и это еще не все. Продолжая тему премиума, я снова некоторые манипуляции несложные провожу, и вот сюда у нас вставляется точилка для ножа. Она входит в комплект. Я сейчас не буду точить, потому что у меня грязный нож, так делать нельзя. Но в целом тут технология ясна. Да, вот так вот у вас все получается. Так вот вы прижимаете. Здесь тоже есть специальная такая шлифовка. Вот так все это выглядит. Да, вот так. И, в общем, в комплекте есть точилка для ножа. То есть у вас всегда будет качество работы и качество нарезки на высоком уровне. Так, ну что, будем подводить итоги. Ребят, мы снимали это видео почти 9 часов. Реально 9 часов вот на все это, потому что, ну, на самом деле, у нас же реальные обзоры и тесты. Мы реально все это резали, тестировали. Ну, в общем, вы все видели сами, и видео-то не маленькое в итоге получилось, да, даже после монтажа. Смотрите, давайте несколько моментов про выбор. Да? Мы все-таки за 9 часов изучили эти устройства, ломтерезки, слайсеры. Я понял, что не очень важны переключения скоростей. Вот на бюджетной есть 3 скорости, и чего, и что это дает. На моделях дороже этого переключения нет, а результат зачастую, ну, во многом, как правило, лучше. Важно, я бы, наверное, приобретал модель с таким ровным ножом, да, без зазубрин. Ну и, конечно, ножи должны быть хорошие. Вот Золинген ножи и здесь, и здесь. И, ну, по крайней мере, результат даже у этой модели, где нож он такой зазубренный, он, ну, лучше, чем у модели, где нож, ну, тоже, наверное, неплохой, но не Золинген, да, то есть вот такая история. Дальше, ну, конечно, имеет значение толщина ломтиков, регулировка. Ну, наверное, чем больше вариантов, тем лучше. В данном случае вот эта модель премиальная, она, в общем, здесь выигрывает. Мощность глобального значения не имеет, ну, потому что у бытовых ломтерезок, ну, нормально хватает мощности, чтобы порезать, в принципе, практически любые продукты. Ну, смотрите еще, чтобы было вот вам реально удобно, там вот, чтобы каретка вам подходила, чтобы под руку, чтобы, ну, чтобы так как-то вот реально было с ней нормально, удобно. Вот эта модель, она складная. Вроде бы достоинство ее, на самом деле там забивается часто остатки продуктов, вот когда она складывается, все это не очень удобно вычищать и так далее. Так что вроде бы достоинство, а с другой стороны больше мороки с ней. Ну, в общем, вот так. Мне кажется, что главное... ну, если вот поддон для продуктов, как у этой модели, у премиальной, то тоже хорошо, но он просто пригодится. Хотя, с другой стороны, в принципе, обычная тарелка тоже нормально. И вот здесь она наклонена, видите, это дает возможность, ну, как бы как-то удобнее ей пользоваться, более
лучше, проще с продуктами в итоге. Ну, вот такие вот моменты я бы, наверное, отметил при выборе. Для себя я именно их и выделил. Если что-то еще хотите добавить, то в комментарии заходите. Теперь про результаты, про то, собственно, наше сравнение, про результат нашего теста, вот модели недорогой, средней и премиальной. Ну, опять же, вы все видели сами, недорогая модель вроде бы справляется, вроде бы она все порезала, но вот качество некоторых продуктов, там колбас, каких-то сыров, хлеба на самом деле, мне не очень понравилось. Там огурцы, кабачки она режет нормально, яблоки тоже. Ну а вот не все продукты, да, то есть, ну, такое, so-so. Дальше, вот эта модель Штеба, она лучше справилась со всеми продуктами, но вот реально лучше, и хлеб тут ровненький, и в общем, все остальное. Ну, какие-то моменты, какие-то шероховатости все равно были. Тут, конечно, мы прибавляем еще то, что мы первый раз пользовались этой техникой, и момент привыкания, он есть всегда, и он, ну, поможет дальше как бы получать результат более лучший, скажем так. И все-таки, финализируя уже, да, я люблю растечься так по древу, но финализируя, вот здесь сработало простое правило. Чем дороже устройство, тем оно, как правило, лучше. И вот здесь у нас так и получилось. Вы видели, что вот с этой моделью, с премиальной, ну вообще никаких проблем не было. Мы все совсем справились, быстро порезали. И вот результаты, они, ну, реально хорошие, и там не рвется колбаска, не портится сыр, хлеб тоже хорошо нарезается. С мягкой колбасой только небольшие проблемы были, но они у всех были. У всех, так что тут нужно тоже приноровиться, привыкнуть. В общем, если бы я выбирал, да, я бы, конечно, взял вот эту модель. Она дорогая, ну вот если бы мне позволяли средства, то я бы прям без проблем ее выбрал. Да, но в принципе и это справилось. Ну вот к этой у меня побольше претензий, так что вот так. Ну и мы говорили уже в начале видео о том, кому, собственно, пригодятся, в каких ситуациях пригодятся вот эти устройства. Повторимся, да, если у вас там часто бывают гости, нужно там всего нарезать. Если у вас большая семья, быстро тоже нарезать какие-то продукты. Если у вас там большой урожай на даче, она поможет, опять же, порезать продукты, и дальше там вы будете сушить, замораживать и так далее. Если какое-то у вас небольшое предприятие, свое мини-гостиница, там кафе и так далее, тоже может помочь. Ну, в общем, вот такие у нас результаты. Ссылки на всю технику из видео внизу в описании. Приходите в комментарии, будем обсуждать. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсации. Мы тут по 9 часов делаем реальные обзоры и тесты и проверяем, как эта техника реально работает. Подписывайтесь на канал, лайк, шер, делитесь этим видео с теми, кому интересна эта тема. И приходите к нам на Toster.ru на сайт, подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене и в Телеграме, там тоже много интересного о доме и быте, не только наши видео. Ну все, до новых обзоров и тестов. Пока!